Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание ангелу-хранителю, поговорим о том, как ангел-хранитель предупреждает вас о тех или иных изменениях в вашей жизни, и как вам нужно, на какие сигналы, знаки, подсказки вам обязательно стоит обратить внимание, потому что ваш ангел-хранитель, он всегда с вами, но ввиду того, что он живет в нематериальном мире, в мире энергии, а мы с вами живем в мире материи, соответственно, и мы должны с вами искать, видеть своими глазами, чувствовать на интуитивном уровне эти подсказки. И вот эти подсказки мы вам дадим сегодня в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слова благодарности своему ангелу-хранителю. Помните о том, что ваш ангел-хранитель, он всегда с вами, он всегда вам помогает, вас поддержит. Другой момент, что вы это можете игнорировать, но все же. Итак, давайте разбираться, как ангел-хранитель общается с вами, потому что, знаете, ангел-хранитель, он старается найти тот способ, с помощью которого вы точно его заметите или увидите и прочувствуете, что это та подсказка, тот знак, который именно нужен на этом этапе в жизни. И первое – это прикосновение или внезапный холодный воздух за спиной. Такое бывает нечасто, и вы должны понимать, что вы можете, например, сидеть, работать, например, что-то вязать, шить, быть в каких-то своих мыслях, или, возможно, в какой-то момент вы, например, сидите в своем любимом кресле и, как, знаете, отключились, и вы прямо почувствовали, что до вас кто-то дотронулся. Например, вы можете почувствовать, что дотронулся человек, которого нет уже в этом материальном мире. Или, например, другая ситуация. Вы чем-то занимаетесь, и вы прямо чувствуете, что у вас прошел за спиной, как, знаете, как сквознячок такой. Хотя вы знаете, что никаких сквозняков в вашей квартире или на данном этапе нет, потому что у вас все закрыто. И здесь это говорит о том, что ваш ангел-хранитель, он пытается вам сказать о том, что он с вами, что он вас поддерживает, что вам нужно обратить внимание на тот или иной момент. Следующий признак, по которому вы поймете, что ангел-хранитель хочет вам что-то сообщить, это сообщение через музыку, через какие-то слова в какой-то песне. Ну, например, вы любите слушать музыку, да, и вы, как обычно, слушаете песни свои, или включили свое любимое радио, или свою пластинку, и в какой-то момент вас какие-то слова очень сильно привлекли. Хотя вы эти песни знаете все наизусть, и слушали прямо до дыр, но именно в этот момент через именно определенные слова ангел-хранитель пытается вам донести какую-то очень важную информацию, какую-то важную мысль, которую вам нужно в данный момент услышать, понять. И кроме того, например, вы можете так, что такая другая может быть ситуация. Вы едете за рулем, например, машины, или где-то находитесь в общественном транспорте, и в вашей голове прокручивается какая-то определенная мысль или даже вопрос, и тут идет через музыку вам ответ. И здесь вы должны уже понять и осознать для себя. Далее, вам может приходить информация через сны. При этом у каждого человека это будет по-разному. Например, вам действительно может приходить ваш ангел-хранитель, но, как правило, он будет появляться без лица, или вы не сможете вспомнить лицо во сне. И в таком случае ваш личный ангел-хранитель появился в ваших снах, и он хочет или хотел вам сообщить что-то важное. И, как правило, такой сон, он снится несколько раз, или, например, несколько раз, но каждый раз добавляются какие-то определенные детали.
Здесь ваша задача попытаться вспомнить, что же вам хотел сказать ваш ангел-хранитель и на что вам стоит действительно обращать внимание. Также бывает так, что во сне приходят ваши близкие или родные люди, которых, например, нет сейчас в живых в этом материальном мире. Или ваши близкие или родные люди, которые живут достаточно от вас далеко. И вот, например, они говорят вам какую-то информацию, и вам нужно к этому прислушиваться. Бывает так, что вам могут даже информацию ангелы-хранители дать через сны за полгода, за год. То есть, например, вы за что-то переживаете или не знаете, как поступить, да, или вы прокручиваете какую-то ситуацию, которая вам на данном этапе в жизни не дает спокойствия, и вы зациклены. И вот ангел-хранитель через сон, потому что именно для вас сон – это лучше всего понимание той или иной ситуации и принятие вот тех знаний. Но вы должны понимать и то, что когда приходит через сны какая-то определенная информация, это не значит, что вы проснулись и сразу начинаете действовать. Это вам подсказка, что вам нужно будет, например, или поступить так, или сказать, или обратить внимание на какую-то деталь. Далее, друзья, как вы еще можете понять, что ангел-хранитель рядом с вами это перья. И вот именно перья привлечет ваше внимание. Например, вы идете на прогулку или вы по парку гуляете, и на вас летит перышко. И это говорит о том, что ангел-хранитель пытается связаться с вами, дать вам определенные подсказки. И если вы постоянно видите перо, то будьте благодарны, потому что это говорит о том, что ангел-хранитель рядом с вами, и он помогает вам. Конечно же, в этот момент вы также можете обратиться к нему за помощью. Например, вас что-то очень сильно беспокоит, да, вы просто поднимите голову и попросите у него защиты, или попросите, чтобы ангел-хранитель направил на путь истины. Бывает так, что вы идете, вот просто идете в своих каких-то мыслях, у вас что-то не получается, и раз ни с того ни с сего просто летит перышко, и вы прямо чувствуете, что это оно легкое, это перышко. И на этот момент просто поднимите глаза к небу, поблагодарите Вселенную за высшие силы, за те подсказки, за ту энергию, за ту силу, которую она вам дает. И попросите вот помощи своими словами, но вам нужно остановиться. Даже если в этот момент очень сильно куда-то спешите, знаете, ангел-хранитель, наоборот, пытается вам, знаете, донести определенную информацию, открыть перед вам глаза, чтобы вы, например, перестали то или иное делать. Многие люди игнорируют вот эти подсказки и, к сожалению, потом не понимают, что же происходит. Далее, что еще? Через письменные сообщения. Например, может быть такая ситуация, что к вам по рассылке, просто, как казалось бы, какая-то рекламная рассылка независимости, через социальные сети, через мессенджеры, неважно, приходит какое-то сообщение. Хотя вам и раньше приходили письменные сообщения, но вам они были неинтересны. Вот именно это сообщение вас, оно очень сильно привлекло. Прочитайте. Здесь не то, что вы должны пойти это срочно купить или это договориться, позвонить. Нет. Возможно, там есть определенные слова, определенные фразы, которые помогут вам в той или иной ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Помните о том, что вы, ангелу-хранителю, можете обращаться в любую минуту, в любую секунду. Вам не стоит ждать какого-то определенного момента. Но вы должны понимать и то, что ангелы-хранители, как правило, они не идут, знаете, как они не могут постоянно подавать знаки, потому что мы с вами, люди, проживаем в материальном мире, и мы проходим определенные жизненные этапы. Но бывает так, что мы не знаем, вот как поступить, отправляться в дорогу, не отправляться, переезжать в другой город или в другую страну, идти на новую работу или увольняться. Вот знаете, вот такое двоякое внутреннее состояние. И в этот момент вы просто обратитесь своими словами к своему ангелу-хранителю. Он всегда с вами. Просто он всегда ждет вашей команды. Знаете, вот как слуга, который всегда рядом, и он ждет вашей команды, чтобы вам что-то принести и так далее. Вот так и ангел-хранитель. Он всегда так же с вами. Это ваш помощник, который всегда ждет от вас определенных указаний. Только большая просьба, когда вы общаетесь с ангелом-хранителем,
проговаривайте более точнее и более ясно, что вы хотите сказать. Почему? Потому что очень часто бывает так, вы просите что-то у ангела-хранителя или просите чего-то, но ввиду того, что вы неправильно выражаете мысли, соответственно, это приходит в вашу жизнь. Ну, например, вы попросили, чтобы ангел-хранитель подал вам определенный знак через вашего какого-то друга, что действительно вы идете правильной дорогой. И вы знаете, слово «друг» — это у каждого это свое понимание ситуации. Это может быть даже собака у вас появиться может в жизни, или кот, которого вы очень полюбите. Поэтому здесь нужно попытаться более точнее изъявлять свои мысли. Иногда это очень сложно и сумбурно у некоторых людей получится. Поэтому, когда вы общаетесь с высшими силами, когда вы общаетесь с своим ангелом и хранителем, вы должны понимать и то, что у вас, вы должны правильно выражать свои мысли, насколько это возможно. Поэтому первое время лучше всего прописывайте. Ангел-хранитель, вот обращаюсь к тебе, и пишите, с чем вы обращаетесь. Например, у вас что-то не получается в жизни, да, обращаюсь в такой-то ситуации, у меня не получается, ввиду того-то и того-то. То есть вы должны не просто написать «помоги мне», да, и распишите, почему вы так считаете, потому что в какой-то определенный момент даже придет понимание того, как вы можете решить ту или иную ситуацию. И здесь вы должны это ощутить. Далее, что еще? Может приходить ваш ангел-хранитель через запахи. Запахи могут быть хорошие, так и могут быть, например, запахи какой-то вони, не очень приятные вам. Здесь вам нужно понимать, что, например, если идет запах хороший, например, какого-то парфума, да, или запах какого-то человека, который вот у вас ассоциируется в голове, да, то знаете, что, да, например, вы задали вопрос, правильно ли я поступаю, или правильно я делаю. И вот этот запах, например, приходит, вы его ощущаете. Это может быть просто мгновение быть. Значит, вы все правильно делаете. Если вам, например, приходит запах какой-то вони, раздражительности, бывает так, что, знаете, такая ситуация, вы что-то подумали, да, и в вашей квартире или в вашем доме никогда не воняла канализация. А тут завонял, ну так у вас завоняло, что прям ужас. И вы пошли открывать форточки, да, двери и так далее. Это говорит о том, что или вам нужно подождать, или в вашей жизни появился враг, недоброжелатель, на которого вам стоит обратить внимание в своем окружении. Далее, очень часто бывает так, что ангел-хранители начинают подавать нам какие-то определенные знаки через электронику, через какую-то бытовую технику. Дело в том, что мы с вами, друзья, созданы из материи. То есть мы все с вами материальные. Да, мы любим прочувствовать, потрогать, увидеть. А электричество — это волны, которые являются связующим звеном между нашими мирами. И, например, ваша машина ни с того ни с сего не заводится. Хотя вы буквально были на СТО, все проверяли, и это говорит о том, что, скорее всего, ваш ангел-хранитель не пускает, не разрешает вам отправляться в дорогу. Поэтому здесь вам не стоит рвать сердце. Возможно, подумайте, может, этого действительно сейчас не стоит делать. Кроме того, вы же знаете, сейчас такое время, когда все меняется буквально в секунды, не то чтобы в часы, а в секунды. Поэтому ваша задача обратить на это внимание. Да, очень часто обращаем ваше внимание, что многие люди сейчас очень заняты какими-то своими проблемами и, к сожалению, не хотят или не желают видеть знаки. А потом нам пишут в чате, а что мне делать? Вот у меня были такие знаки, я их игнорировала, а вот теперь у меня действительно наступила ситуация, теперь я поняла, что меня ангел-хранитель пытался остановить, показать, открыть глаза, но я ни в какую не хотела, потому что я считала, что вот мне надо вот так вот. Попросите у ангела-хранителя своего прощения, попросите, поблагодарите его за те знаки и вернитесь к тому, чтобы попросить то, чтобы он вам заново что-то подсказал. Помните о том, что у ангела-хранителя нет такого понятия «я обиделся, я ушел». Они всегда с нами вне зависимости, как мы поступаем, потому что, еще раз, это наши помощники, это те, которые нас ведут. Да, они не живут в нашем материальном мире, но это не значит, что они нам не помогают. Они всегда с вами рядом, помните об этом. Далее, наш
на что еще вам стоит обратить внимание? Например, вы видите, например, вы чувствуете на интуитивном уровне, что вам не стоит что-то делать, да, или что-то не стоит куда-то идти, что-то говорить. И здесь ангел-хранитель вам также посылает с помощью силы мысли определенные слова, фразы, предложения или то, что вам нужно сделать. Ну, конечно же, в хорошем смысле этого слова. Поэтому здесь вам тоже стоит подумать, а что же ангел хотел вам сообщить. Далее, через что еще? Через встречи с людьми, которыми вы, например, не должны были встретиться, или вы встречаетесь, да, случайно, хотя они никогда именно допустим, в этом районе города не появлялись, потому что это не их здесь жизнь и так далее. Это тоже неспроста. Бывает так, что, например, вы учились со своей одноклассницей в школе, да, и вы в взрослой жизни вы живете в разных городах. И тут ни с того ни с сего вы идете на работу или куда-то спешите, и вот ваша одноклассница появляется. Знаете, это неспроста. Возможно, вам на данном этапе нужно что-то узнать, какую-то информацию, например, возможно, даже о ком-то, о ком, кто вам интересен, да, или, возможно, вас пытаются так остановить, чтобы вы никуда не спешили, потому что не пришло время и так далее. Поэтому, пожалуйста, в нашем современном мире не игнорируйте вот эти знаки. Очень многие люди сейчас сидят в этих гаджетах, в этих телефонах, ничего не хотят ни видеть, ни слышать, еще и наушники надевают, это вообще беда. Поэтому большая просьба, учите себя, своих детей, внуков, чтобы они видели знаки, побольше гуляйте на природе, на свежем воздухе. Если вы живете в больших городах, старайтесь как можно чаще выезжать за пределы города и наполняться вот этой божественной энергией. И тогда вы действительно будете возвращаться к своим истокам и будете видеть то, что вам нужно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях поблагодарите своего ангела-хранителя. В этот момент, когда вы можете писать, вы начнете плакать. Это даже очень хорошо. Это говорит о том, что вы очищаетесь и вы энергетически сонастраиваетесь со своим ангелом-хранителем. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.